Да, здесь был цунами. Здесь все на этом острове снесло. This is original. Мы отправляемся сюда. И это прямо супер. Такая тепленькая водичка, просто рай. Ну, обалдеть. Вкусы не опасны. Вот мы тут на необитаемом острове. Какого? Да, ты снимаешь? Я спросил у него, ну, диарея. Белый песок, джунгли, вообще супер просто. Откуда к нам такого красивого дядечку замяло? Не будите, да не будимы будете. Привет, ребята! Это новая серия. И мы сегодня покажем наше путешествие на Мальдивы. Побываем на разных островах, посмотрим резорт, съездим на локальный остров и даже попадем на настоящий необитаемый остров. А еще сравним два совершенно разных резорта, потому что атмосфера там оказалась вообще разная. Сразу хотели бы предупредить, что звук местами не идеальный, потому что изначально снимать выпуск мы вообще не планировали, и никакого специального оборудования, включая хороший микрофон, у нас с собой не было. Но потом мы настолько впечатлились, что все же решили попробовать хотя бы частично передать эту атмосферу. И, как нам кажется, видео получилось достаточно живым и настоящим. И, конечно, отдельное удовольствие на Мальдивах – это гидросамолет. Он такой яркий и атмосферный, и так идеально сочетается с этими видами из окна. Океан, маленькие острова, бирюзовые лагуны – это все выглядит просто нереально. И самое удивительное, несмотря на мой страх полетов, именно гидросамолет оказался для меня самым спокойным и совсем не страшным. Так что это был не просто трансфер до отеля, а идеальная часть впечатлений от поездки. Можно сказать, сбылась одна из моих маленьких мечт. Our luggage. И вот мы наконец добрались в наш первый резорт на Мальдивах. Первые эмоции здесь вообще сложно описать словами. Особенно, когда прилетаешь сюда из зимы в настоящее лето. Теплый воздух, белый песок, вода какого-то нереального цвета и пальмы вокруг. Все выглядит как картинка. Наверное, именно ради таких ощущений многие мечтают побывать на Мальдивах хотя бы раз в жизни. А самое необычное – это ресепшн. Здесь вместо пола просто песок. И после долгого перелета это ощущается особенно атмосферно. Ну что, заселились мы в нашу виллу. Прямо из комнаты есть свой выход к пляжу. Здесь нас встретила вот такая милая надпись «Welcome» на кровати. Дима, я иду. Да, Кристина, молодец, читает. Тут я еще не буду. Покажу быстро задний дворик с бассейном. Здесь у нас душ, туалет. И здесь собственный бассейн. Красота! Значит, здесь есть возможность забронировать виллу без бассейна, виллу с бассейном впереди виллы, но там все мимо проходящие тебя видят. И есть вариант с бассейном на заднем дворе.
где все спрятано от чужих глаз. Ну и виллы на воде, но мы такое не любим. Блин, где дверь? Формат этого резорта называется barefoot, что в переводе с английского означает босиком. Это значит, что здесь практически весь остров в песке и почти все время пребывания здесь при желании можно провести босиком. То есть даже на ресепшн или в ресторан спокойно можно идти без обуви. Тут почти нет плитки, камня или каких-то тротуаров. Везде песок, дерево, зелень, пальмы и крыши из пальмовых листьев. И в этом есть свой кайф. Но сразу скажу, если вам больше нравится отдых, где вечером хочется красиво нарядиться, выйти в ресторан на каблуках и более гламурная атмосфера, то это скорее всего не то. Здесь все очень спокойно, расслабленно и вообще без спешки. А если вам ближе другой стиль отдыха, то досмотрите до конца, потому что потом мы покажем еще один очень красивый остров, но уже с совершенно другой атмосферой. Я сегодня первая проснулась и решила сходить на прогулку. Такие звуки интересные здесь. Тропики. Так хочется просто походить, помолчать, послушать. Класс. Птичка какая-то интересная кричит. Как можно спать, если вокруг такая красота? Супер просто. Ну а теперь коротко о том, чем вообще можно заняться на острове. По вечерам здесь проходят традиционные мальдивские выступления. Можно насладиться купанием в океане. Можно кататься на каяках и любоваться этой нереальной водой. Кстати, обязательно берите с собой хороший крем от солнца, потому что сгореть здесь можно буквально за один день. На острове есть и общий бассейн. Хотя, если честно, после приватного бассейна на вилле возвращаться туда уже не очень хочется. Еще здесь можно покормить попугаев, они здесь очень смелые ребята. Ну и поснорклить, часами рассматривая подводный мир. Вокруг острова много рыбок, красивых кораллов и просто каких-то нереальных цветов под водой. Иногда плывешь, а вокруг тебя целые стаи рыб. И это все выглядит как кадры из документального фильма. А по вечерам здесь еще и невероятные закаты. Ну и, конечно, можно попробовать повторить местные танцы. Или просто отправиться гулять и смотреть на знаменитые водные виллы. Хотя, если честно, прогуливаясь по водным виллам, мы очень быстро заскучали по нашему райскому острову. Вот у нас там островок классный, белый песок, джунгли, вообще супер просто. Ну а когда все ранее перечисленное превратилось для нас в день сурка, мы все же решили перейти к платным развлечениям. С мокрой прической. С мокрой прической. Местная набережная. Приплыли мы только что на локальный остров, посмотрим, как живут мальдивцы. Плыть сюда примерно минут 10 от нашего острова. Вот на таком катере мы приплыли. Остров называется Бандиду. Остров Надеюсь, бандитов Бандиду. здесь нет. Сказали подождать здесь, стоим, ждем. Чего не знаем, наверное, нас куда-то Помню, поведут. который час, чтобы у нас час здесь нагулять.
Я так оделась. Все закрыто. С длинным рукавом. When the fishing boats after catch fish, they sell to the Malay and come back when they have net maintenance, this kind of small works they would do while they stay in the island. Это сети сушат. We visit this school. Сейчас мы идем посмотреть школу местную. Так интересно, мне в путешествиях всегда больше всего нравится наблюдать за жизнью местных людей. На мальдивских резортах такой возможности нет. А здесь нас встретили, ведут показать, как живут люди на этом острове. Здесь, кстати, тоже можно снять какой-нибудь гестхаус и пожить несколько дней. И это без преувеличения дешевле раз в 10, наверное. Единственный нюанс, поскольку страна эта мусульманская, женщинам, даже туристкам, нельзя ходить в шортах или в слишком открытой одежде. А вот, кстати, один из таких гестхаусов. This is Karim, you can smell. What is this? This is Karim. Понюхай. Пойдем дальше. So we can eat it. Там они когда едят, это приправа. На, у меня возьми. Так, дети. Это школа местная. It's very nice to cook curry and like the tom yum soup, very good. This is not curry. This is not curry, curry leaf. Curry leaf. Yes. Это листья карри. Окей. Положи его, положи. Школа у них тут такая. Положи, да? You can come here. Пойдем, Кристина. So this is the school. We have less than 300 kids. So now all the kids go back to breakfast and now coming. So 10:30 local time they come in. We have classrooms here. These are the Они classrooms. руки моют. Здесь у них класс учебный. I'm gonna go see. Да. Папа, ты муравейшку придави. We have three subjects. We study English, Arabic, and our local language called Vietnamese. Маме, я тебе не понял. Класс. Ты похож на тот цветок. Don't. Very nice. Thank you. Понюхай. This is original. This is the same. Yeah, the same. What is Как у this? Кристины. French pani. French? French pani. Bunny? Yeah, Class. French pani. Very nice smell. Пахнет, да? Это такой же, как у тебя на Как у голове. тебя. Только у тебя заколка, а это настоящий такой. Пойдем? Я хочу его оставить. Оставим себе. Все срывают нам. Стойте в тенечке. Держи. Take off Положи shoes. это. Давай. Надо тапки снять. Ага, давай, снимай. Заходите. Hello. Еще такая особенность локальных островов для тех, кому важно. Здесь в магазинах совершенно невозможно приобрести алкоголь, поскольку Мальдивы страна мусульманская, на локальных островах алкоголь полностью запрещен, в отличие от резорта. И привозить его с собой сюда тоже нельзя, запрещено. Это хлебное дерево. Тут такие плоды.
Огромные листья такие. Манго? Это дерево манго, а он маленький. А, еще маленький. Ой. Ну а дальше нас повели в небольшую пальмовую рощу прямо у пляжа. Место здесь какое-то мультяшное. Огромные пальмы, лианы, густая зелень – все это очень напоминает кадры из мультфильма «Мадагаскар». Именно на локальном острове природа здесь не такая причесанная, как на дорогих резортах. Тут все выглядит более дико, естественно и по-настоящему, будто природу оставили такой, какая она и была. Единственное, о чем здесь действительно стоит помнить, это кокосы, потому что падают они иногда прямо с пальм. А получить таким кокосом по голове точно не хотелось. На локальных островах вроде этого также существуют специальные бикини-пляжи. Это отдельные пляжи для туристов, где можно спокойно отдыхать и купаться в открытых купальниках. А вот на общественных пляжах действуют местные правила, поэтому купаться там в открытых купальниках нельзя. Для таких пляжей женщины обычно выбирают более закрытую одежду или специальные купальные костюмы. Так что этот момент тоже стоит учитывать при выборе отдыха на локальных островах. Всегда мечтал сделать как Тарзан. На заднем фоне сейчас можно увидеть огромное дерево с лианами. Это бенгальский фикус. Выглядит он, конечно, очень эффектно. Вся эта роща создает ощущение настоящих тропических джунглей. Но здесь есть и свой минус. Буквально за 10-20 минут прогулки нас успели довольно сильно покусать комары. Поэтому тем, кто планирует отдых на локальных островах, определенно стоит взять с собой хорошие репелленты. Как нам рассказывал экскурсовод, на резортах насекомых обрабатывают гораздо чаще. А вот на локальных островах такие обработки проводят примерно раз в месяц. И судя по количеству комаров, этого явно недостаточно. Прям такая экзотика здесь на каждом шагу. Просто по улице идешь, растут бананы, кокосы, как у нас яблоки какие-то или вишни. А для них это совершенно привычная история. Вот, например, бананы. Нам все показывают. Кстати, сейчас обещали почистить нам кокос. Свежие кокосы нарежу. Can they fall on our head? No. Так в нем же молоко. Вот, сейчас будем пробовать. Молоко это ж вредно. Так это не молоко, не Это коровье. кокосовое. Это кокосовое не вредно. Кокосовое вредно, да? But this is very young. А, это When it's молодой. perfect, very sweet. But this one very little sweet now. You can Это try, не сильно okay? сладкий. Open. Мгм. Брызгается. Very Сладкое. Так вкусненькое, не такое, как в магазине продается, да? Нравится? Такое себе. Fresh banana. Банан. Фреш-банан. Кристина, будешь фреш-банан? Свежий бананчик, а? If you like, you can buy from her. Five. There is no water on this island. Have. Yes. Yes. Salty water or normal? Fresh water. Fresh water. Yes. On every island. Every island. Ну попробуй, ты местный банан не пробовала? Very nice. Дай мне. Finish it. We open it inside. Very nice. Будешь пошипить? Yani tavali. Будешь? Ген, дай. Ben var içi.
이 잘못한 걸 내 콜롬버스네. 네 콜롬버스네. No diarrhea. No diarrhea. No diarrhea. Breadfruit. Yes. Хлебное дерево. Бери. Такое хлебное дерево. It's like dried banana. Something like Mm. Take more. It's good one. Take more. Good. Такой себе. Take more. that. Okay? Так, держи. Может, пакетик лучше? А есть? Thank Ну you. да. The brother. Thank you. Thank you. Это хлебное дерево. Что это такое? Интересно. Ну то вот это большие Сладенькое. листья. Иногда счастье выглядит вот так. Один стул, шум океана, пальмы над головой и горизонт, у которого будто нет конца. И удивительно, что для кого-то это обычный вид из дома, а для кого-то мечта, ради которой летят тысячи километров. Потом нас пригласили во двор к местным жителям, где как раз готовили хлебное дерево, и мы будто ненадолго окунулись в их повседневную жизнь. Что это хлебное дерево? Пойдем посмотрим, как хлебное дерево готовят. Baba, who is coming? That's Hello. how they fry. Так готовят хлебное дерево. Mango. А, out mango. Там курочки So бегают. food everywhere. Just take and it's. Very shower. Раха такке, бакова. Кристин. Да и мы Very, потом в very- отеле послушаем, да? We'll try it later. Just. That's how they cut. Look. Сейчас, зайчик, подожди. That's how they cut. Отрежут это хлебное дерево. Ой, Hello. Okay. ನೀವು ದಾಣಕನ್ನಿದ್ದು ಓಕೆ ಬಿಲಿಂಬಿ ಬಿಲಿಮಗೋ ಬಿಲಿಂಬಿ он там готовит. ಇಂಗ್ರೇಜಿ ಬೇಕಾ ಬಿಲಿಂಬಿ What is it? That's fish. Fish. Рыба. Окей. На этом мы прощаемся с этим островом, и, честно говоря, он превзошел все наши ожидания настолько, что теперь мы всерьез задумываемся в следующий раз остановиться на одном из таких островов уже на подольше. А сейчас, кажется, сбудется мечта из детства. Та самая, навеянная книгой о Робинзоне Крузо, фильмом «Голубая лагуна» и рекламой Баунти. Мечта о том самом райском острове, куда, наверное, хоть раз в жизни хотелось попасть каждому. Сейчас мы приплыли на необитаемый остров, который называется Уду. Такая водичка. Здесь глубже, не так, как на нашем острове. Чайки летают. На нашем острове только какие-то черненькие птички бегают и летучие лисицы. А здесь чайки даже есть. Смотри, здесь такой вот вход. Можно здесь посидеть. Да, ты хочешь посидеть? Вот так. Отдохнула? Пойдем теперь Давай на дальше. бережочек и побежим. Давай мы посмотрим, что здесь есть внутри. Этот остров, на который мы сейчас приплыли, называется остров Уду. Вообще нам сказали, что он необитаемый. Но здесь
Есть разные постройки, которые видно, что они как будто заброшены. И этот экскурсовод, который с нами сейчас, он сказал, что этот остров раньше был обитаемый, а потом, когда здесь был цунами, здесь все на этом острове снесло. И поэтому сейчас он такой необитаемый. Немножко подзаброшенный, но все равно красивый. Даже есть стыки. Здесь, кстати, есть какие-то плантации, на которых выращивают овощи и фрукты. И несколько местных жителей есть, которые это все обрабатывают. Пойдем к воде посмотрим. Вот для счастья нужно крабы. Вода. Убежал. Ловили меня на таком, как я вообще. Ой, я сама брызгала. А? Обрызгала себе шлюпка. Да. Этот прям вики. Вот мы тут на необитаемом острове. Вдали какие-то острова. Вот так он выглядит. Кто хочет почувствовать себя Робинзоном Крузо, рекомендуем. Шлюпка меня блыстивает. Лови! О, краб какой большой пробежал. Ого. Так, лови ее. Все, они улетели. Такие моменты запоминаются сильнее всего. Мы шли по этому необитаемому острову местами по воде почти по пояс. Обходили поваленные пальмы и сухие ветки, а вокруг никого. Только птицы, крабы, шум волн и ощущение, будто на много километров вокруг больше нет ни одного человека. И самое удивительное, здесь все выглядело настолько красиво, гармонично, будто над этим островом поработал какой-то талантливый декоратор. Каждая сухая ветка, каждая поваленная пальма, как будто специально лежали именно там, где нужно. Цвет воды здесь вообще казался будто отфотошопленным, как будто природа сама добавила яркости и фильтров. И вживую все это выглядело еще красивее, чем на камере. На острове мы провели всего 45 минут, но они стали самым ярким воспоминанием за все путешествие. И тогда мы поняли, что в следующий раз хотели бы останавливаться на локальных островах рядом с такими необитаемыми. Потому что с резорта такие экскурсии обычно очень короткие, а вот живя на локальном острове, вполне реально договориться и приехать сюда хоть на целый день. Здесь вообще не хотелось никуда спешить. Вот так пальма над водой красиво висит. И виднеется другой остров, то частный остров.
Ты как краб бегаешь, да? Пробираемся. Шорты намокли. Ай, ай, камни, камни, камни. Ай, 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 вот, ой, Держись там на ногах. держусь. А вода вообще классная. Вот тут бы купаться, да? А? Вот на этом бы острове купаться. Вода вообще тут класс просто. И глубина сразу нормальная. Камней мало под водой. Класс. Вообще такая тепленькая водичка. Просто рай. Обалдеть. Я просто в дичайшем восторге. Класс. Супер классно. Плохо, что на этот остров нельзя на целый день прийти и отдохнуть. Нас на 45 минут сюда привезли. Мы успели только немножко поснимать видео и пофотографироваться. Прогоняй. Пап. Сейчас такой счастливый. То, что он хотел, необитаемый остров, почувствовал себя Робинзоном. Давай, Рубик, держи за меня. Всасывает море. Такое красивое, такое чистое, такое голубое. Возвращаемся к катеру. 45 минут очень быстро полетели. Возвращаемся на наш остров. Я хочу обратно в Ей не понравилось. Я в восторге. Она хочет в отель. Растения. Цветов. А сейчас мы плывем обратно на наш остров, переполненные впечатлениями, эмоциями и ощущением, будто только что побывали в каком-то фильме про необитаемый тропический рай. Честно, за эти несколько часов мы получили столько эмоций, будто прожили здесь маленькую отдельную жизнь. И теперь возвращаемся переваривать все увиденное, потому что голова до сих пор отказывается верить, что такие места вообще существуют в реальности. Приплыли на наш остров. Ты домой будешь приходить. Вот так.
Классно сплавали. Такая классная экскурсия была вообще. Мне очень понравилось. Ну, наш остров тоже классный. Тут прям да, такой дикий, классный, такой необитаемый. В этом вот в каждом острове есть что-то свое. Там своя атмосфера, здесь своя. Тебе понравилось? Мгм. Да. Им надо экскурсии на тот и на тот делать. Да. Вот там прям так, как ты мечтал, да, как Ну да. Робинзон. Да. Погоняй, Кристину. Так бы там подольше, да, побыть. Ну да, я там покупался. Там вообще так классно там покупаться. Там, если Сразу на этом глубина. острове, здесь надо далеко заходить, и не факт, что вообще дойдешь до глубины. Мы максимум доходили даже по пояс не заходили. Ну И да. там камни, тяжело, без тапок не зайдешь. А там, на том острове, прям вообще супер. Можно без тапок ходить, купаться. Вода такая теплая, такая чистая. Мы Песок смотрели, чистый, интересно. вот смотрели обзоры этих необитаемых, ну, точнее даже не необитаемых, а локальных островов. И там говорили, что там грязные набережные, там все, а мы ходили, вроде красиво было, достаточно чистенько. Может, это были те, кто не видели грязного, а мы... Вот они знают, куда вести надо. Мадам Люкс ныла все время. Я хочу на наш остров, на наш резорт. Нет, мы так Мы давали. купили игрушку, ну, там такую ерунду, и какую-то их местную вообще не знаю, Орех орех какой-то, или что. точно, я за него забыл. Он такой Узнаем название, вкус, напишем. на вкус как будто бы вот ментоловое что-то, да? Нет, это не то, это Даже? не только орех, а мы чистый орех купили, посмотрим, как он. М. Ну и получается, что мы там вот эту штучку купили и там игрушку за где-то $12 или за 11. Ну да. Воду. Почему-то этот экскурсовод в другом магазине, когда мы Может, пошли, они обязаны нас обеспечивать наоборот? не знаю, Не в курсе. но воду нам купил он и купил еще какую-то Бананы. тоже, Бананы бананы сушеные. сушеные нам купил, а еще нас там угостили какими-то хлебным деревом. Нам показывали, как они Его жарят его там. сначала чистят, нарезают, а потом жарят, как будто во фритюре или да, не во Да, фритюре. такое большое в дерево с масле. большими листьями. И на нем Ну, такие как дыни вкусно. растут. По вкусу тоже как сушеные бананы наподобие, да? Как вот этот банан, который не сладкий. Не сладкий банан. Ну, Есть можно, кругом еда. это интересно. Вот. Главное, заводит в магазин и достает какую-то ерунду вообще непонятную. И на, пробуй. И так и достает Своими и мне руками сразу и в своими рот, руками. да. Неизвестно, честно говоря, вдруг он только что ходил в туалет, держался там, а потом руки не помыл, Ну, а я, потом мне в я рот спросил у сует. него, но диарея. Говорит, no диарея. Ну, я это понимаю, это диарея это одно, а допустим, Может, для него диарея это... У нас иммунитет нежный. Дима, допустим, пробовал все фрукты, которые ему там давали. И я предпочла, Рискнул. Посмотрим, Рискнул. что будет. и я предпочла домой это отложить, помыть, думаю, хорошо, и потом уже попробовать. Мне хватило доминиканы. Теперь надо все мыть, а тем более еще давали Кристине, а Кристина неокрепший детский организм. Да, сейчас мы помоем ноги, чтобы не заносить песок домой. И на обед, да? На обед пойдем. Сходили на обед, вернулись в нашу комнату, а там еще убирают. Пришлось идти гулять. Вот, гуляем по острову, по берегу. Гулять жарко, солнце сегодня, погода такая жаркая. Солнце светит ярко-ярко. Мы гуляем в середине острова. Здесь тени много, много пальм, такой густой, классный остров. Такие цветочки.
Пойдем сходим, может, на детскую площадку. Это туда? Пойдем, Кристин, на детскую площадку. Вы лучшие! Да, как мало надо, чтобы быть лучшими, да? Просто сказать, пойдем на детскую площадку. Я иду тут на площадку. Это очень хорошо. И мы отправляемся сюда. И это прямо супер. И мы сейчас идем на нее с такой радостью. Там там какая-то зона релакса для детей. И мы ее тут сейчас ищем, до нее совсем недалеко. И, конечно, мы очень хорошо провели время, поели. Идем снорклить. Они уже пробовали, а я еще нет. Перед тем, как сдавать. Все-таки напоследок решила. Сейчас как понравится. У меня так всегда. Сначала, помню, мороженое когда-то в детстве купили. Всегда покупали белое. Один раз купили ящик стаканчиков коричневого мороженого. И я попробовала уже, когда оставалось последнее. Мне оно так понравилось. И сейчас, наверное, то же самое будет со снорклингом. Первый раз человек берет в рот трубку. Зачем запотелось? Все отлично. Дышится, а ну пробуй дышать. Да, все. Ложись на воду, да. Жонка снорклит. Чё? Рыбки? Только смотри, чтоб вот эта штука в воду не окуналась, окей? Сильно так не крути головой, на. Поскольку снорклили мы прямо у берега, подводный мир здесь был не таким разнообразным, как если бы мы отплыли куда-нибудь подальше. Ни ярких кораллов, ни каких-то экзотических рыбок мы не увидели, только небольшую стайку рыб. Но для первого раза чисто попробовать снорклинг и получить новый опыт вполне даже неплохо. Поснорклили в этой яме. Да. Красиво. Рыбки разные. Но я боюсь глубины. И сюда в эту штуку иногда попадает вода. Да, кажется, меня туда засасывает и сразу. Там всякие веревки какие-то. Да, это привязано, это ясно. Ясно. Опять привязано. Ну, а можешь к этим камням пойти? Бросили нам наши фотки, которые вчера нас фотографировали на экскурсии. Сейчас идем сдавать экипировку нашу, которую мы брали. Сдадим и потом еще покупаемся где-нибудь, наверное. Нужно только отнести домой вещи лишние, которые мы с собой взяли для снорклинга. И потом после ужина нужно еще чемоданы уже собирать. Расскажи, как настроение. Настроение? У тебя как? Как-то так себе и хочется остаться подольше. Да, хотелось бы остаться подольше. Притом, с тобой все живы и здоровы. Да. Минус Мы всего от завтра аэропорта. будем на
острове, который находится прямо возле Мале, возле аэропорта. И этот отель на острове называется Курумба. Он там тоже, я смотрела видеообзор, классный звезд. такой, 5 звезд. Ну, классный, красивый отель. И вот мне поэтому не особо грустно сейчас отсюда улетать, потому что интересно завтра посмотреть, какой там будет отель. Единственное, что у нас на осмотр того отеля будет всего часа 4, наверное, если мы улетим завтра отсюда часов 10. 45 минут лететь до Да, Мале, потом плюс еще потом темнеет. из Мале, пока нас заберут на катере туда. И потом где-то часов 6, ну, может, 6:30 здесь темнеет. Поэтому, ну, если мы там с 12 будем и до 6, ну, у нас 5, может, 6 часов на то, чтобы все посмотреть. Потому что на следующий день утром нам нужно будет позавтракать быстро и уже на катер в аэропорт и улетать. У нас 10:45, послезавтра вылет домой. Покушали. И сейчас будем улетать. Красиво. Вот вода теперь. Все. Идем на катер и на самолет. Гидро. Morning. My heads up. Morning. My head. Я не хочу с этого острова уходить. Она не хочет с этого острова выходить. И я не хочу. Я хочу здесь остаться навсегда. Только живыми и здоровыми. Сейчас мы на другой остров полетим. Вот так подошли к концу наши 10 дней в этом маленьком райском уголке. Честно, уезжать отсюда совсем не хочется. За эти дни Анксана Вилавару стал для нас чем-то гораздо большим, чем просто отель. Мы увозим с собой не сувениры, а самое ценное – эмоции, воспоминания, шум океана, закаты и ощущение полного спокойствия и счастья. А впереди у нас еще одна ночь на другом острове. Но этот резорт точно останется в памяти надолго. Мы полетели на этом самолете в Мале. Теперь нам нужно дождаться свой багаж, а потом нас должны встречать с табличкой Курумба и потом на катере отвезти туда. Hello. Morning. Morning. Welcome, Christina. На этом мы приплыли. Красота. Курумба, Мальдив. А? Мальдивы победили выше. Чем? Тем, что у нас там часто кормят.
знаю, попробуй. Дали нам мороженое. Welcome. Вот такая машина подъехала. Хорошо. Иди, садись туда назад. Тормоза у них. Хорошо, аккуратно. Присаживайтесь, да? Вы садитесь сюда, я назад. Прокачу. Прокачу с ветерком, но не сильно, да? А меня Кристина зовут. А меня Мила. Все, можем ехать. Идем в рестораны быстро. Здравствуйте. Здравствуйте. Основной бассейн. Это а-ля карт рестораны. По желанию можно заказать через 3 тройки. А вот основной ресторан, который у нас это через листок. Вот этот, да. вот этот. Здравствуйте. Здравствуйте. Спа? This way. Вот туда. Прямо и налево. И направо. Через ресепшн. Добрый день. Все хорошо у вас? Здравствуйте. Слышат? Знаете, один день была выходная, знаете, как новые лица, новые люди. Я тоже думаю, о, еще кто-то говорит по-русски. После небольшой экскурсии по острову, которую для нас организовала сотрудница отеля, нас наконец отвезли в наш номер. Поскольку здесь мы остановились всего на одну ночь перед вылетом, решили взять самый простой вариант размещения из всех, что есть в этом резорте. Сейчас покажем, как он выглядит. Но вообще Курумба – это полноценный большой резорт с виллами, собственными бассейнами и более дорогими вариантами размещения. Единственное, чего здесь нет, это водных вилл, как на предыдущем острове. Заселились мы в номер. Вот так здесь одна двухместная кровать, вентилятор, телевизор и одна одноместная кровать. Ты ставишь, что ты хочешь, чтобы они сделали. Кондиционер. У нас тут выход. Здесь можно посидеть. Такой вид у нас из окна. Это океан. Там... Закрой дверь, пожалуйста. Здесь у нас зеркало, выход. Это гардеробная у нас. Это вода бесплатна, чай бесплатный. Это все уже за дополнительную плату. Мы уже такое и так не пьем. Тоже за дополнительную плату. И здесь у нас ванная. Вот такая. Душ. Туалет. Две раковины. И здесь душ практически. Я сначала подумала, что комнатка только одна, потом заметила, что комнаток несколько. Как мы уже рассказывали, последнюю ночь перед вылетом мы решили провести поближе к аэропорту, поэтому переехали на остров Курумба. Сначала мы искали что-то в самом Мале, но честно, ничего нам особо не понравилось. И чтобы все-таки сохранить это мальдивское настроение до самого конца поездки, решили остановиться в ближайшем к аэропорту резорте.
И если на прошлом острове каждая вилла стояла как будто немного отдельно, со своим выходом к океану, и людей было совсем немного, то здесь остров больше, людей тоже заметно больше, и отдых ощущается уже по-другому. Но опять же, все зависит от того, что именно вам нравится. Кому-то ближе такие более камерные острова, а кому-то наоборот нравятся большие резорты с более развитой инфраструктурой и ощущением полноценного пятизвездочного отеля. Водичка везде красивая, но лагуна небольшая. Она, видно, искусственно сделана. Там насыпь из камней на определенном расстоянии. И вот то, что мне не нравится в этом острове. Я не знаю, видно ли это на камеру, но вроде бы Мальдивы, а дальше человейник. Как будто там где-то вдали Россия. Это, конечно, несмотря на то, что вода красивая и, по-моему, здесь точно комфортно купаться. Мне кажется, знаешь, что в отличие от того острова, здесь вычищено дно, и здесь, наверное, очень удобно купаться. Ну вот этот микрорайон, как мы его назовем, мальдивский текстильщик, как в Донецке у нас. Это, конечно, на любителя, скажем так. То есть лучше на ту сторону острова идти. Так, сейчас мы посмотрим, где здесь ресторан. Вот это, по-моему. Нас возили, показывали, но так быстро. Нас возили, показывали, но говорю так быстро. Ну и хорошо, что быстро, потому что Ну да. у нас времени. Кристин, сойти в сторонку. Наверное, приученные нашим народом люди не сильно улыбаются и здороваются. А может, они тоже такой народ, как наш. Какой-то японский ресторан, рыбная кухня. Вот это прикольная пальма, смотри, какие формы. Пойдем поближе. Бассейн. Прикольно, как арабская какая-то архитектура, да? В общем, в плане архитектуры, растительность, конечно. Растительность побогаче, да, здесь? Ну да. Гораздо, кстати, ну. Да и сама архитектура, смотри. Угу. Класс. Шутите, да не будем будете. Что? Не будите, да не будимы будете. Окей. Этот резорт, как мне кажется, больше подойдет людям, которые любят движ, компании, вечерние мероприятия и не хотят полного уединения. Здесь постоянно чувствуется жизнь. Бары у воды, лаунж-зоны прямо на пляже, где можно сидеть с коктейлем буквально в океане. Музыка, рестораны на любой вкус, тайская кухня, японская кухня, индийская, веганские блюда. Выбор здесь просто огромный, и в целом все ощущается более активным и тусовочным. Даже лежаки расположены ближе друг к другу, поэтому здесь больше атмосфера отдыха в обществе людей. Никакого блога сегодня. Почему? А? А потому что выпусков видосов у меня нет. Сегодня блогер вести блог отказывается. Наверное, вот это самый прикольный пляж здесь. Да. О, пойдем на качели. Вдали какие-то острова. Дай.
Акула? Да, ты снимаешь? Да. Мы долго не решались лететь на Мальдивы, потому что нам все время попадались видео, где у берега плавают акулы. Но за все время нашего пребывания здесь мы увидели всего одну акулу. И то, ее еще пришлось догонять, потому что она спокойно уплывала от людей. В плане купания, особенно с детьми, здесь вообще идеально. Но очень хорошо вычищена, глубина комфортная практически сразу. И вода настолько приятная, что ощущение, будто купаешься в каком-то огромном красивом бассейне. На этом острове собственный бассейн на вилле даже не кажется таким уж необходимым, потому что здесь намного больше хочется проводить время именно в океане. На нашем прошлом резорте для захода в воду из-за мертвых кораллов на дне нужна была специальная обувь, а здесь можно спокойно заходить босиком и просто наслаждаться купанием. Откуда к нам такого красивого дядечку замело? Да еще и на такой плотной козе. Ну? За принц на красном. Что за принц на красном каяке? Каяки. Як він уносить? Ну и, конечно, мы не могли не покататься здесь на каяках. Кстати, в рекламе этого резорта мы видели еще прозрачные лодки и очень хотели попробовать именно их. Но в тот день их почему-то не оказалось, хотя вообще здесь огромный выбор разных водных развлечений. И за те несколько часов, что у нас были, мы постарались успеть попробовать максимум. А вечером мы уже шли на ужин мимо красиво подсвеченного бассейна и понемногу начинали осознавать, что наше путешествие подходит к концу. Впереди были сбор чемоданов и долгие часы перелета домой. После этой поездки у нас даже появился свой личный рейтинг островов. Для нас на первом месте оказался необитаемый остров, потом Barefoot Resort, дальше локальный остров и уже потом более тусовочный формат отдыха. А теперь очень интересно почитать вас. Какой вариант выбрали бы вы? Как бы выглядел ваш личный топ из этих 4 вариантов? Пишите в комментариях. Подписывайтесь и ставьте лайк. И, конечно же, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. И пока-пока!